Привет! В данном видео я расскажу, как связать вот такую бейсболку-сетку. Я вязала ее на голову вот этого мальчика, но вы можете менять размер и связать такую кепку на любую куклу. Мастер-класс по такому малышу находится на моем сайте smollydolls.ru, и есть также английская версия. Вот так выглядит бейсболка на кукле при условии, что и кукла, и бейсболка связаны пряжей одной толщины. У меня в данном случае это ирис. Только для кепки я взяла два других цвета. Белый для окантовки и основной цвет у меня серый. Вот у меня две такие кепочки. Выбирайте любой цвет. Можно один, два или больше по вашему желанию. По-разному я одеваю эту кепку на голову. Вот так она выглядит. Козырек при желании можно зафиксировать клеем. Вязать я буду на вот эту куклу. Эта кукла тоже связана по тому же мастер-классу, только более толстой нитью. Для вязания бейсболки я возьму такую же пряжу, только другого цвета. И крючок такого же размера. И буду примерять на Антошу, оставлю его здесь в уголке. Начинаем вязание с кольца амигуруми. Набираем 3 воздушные петли подъема и еще одну петлю. Итого 4. Делаем накид и в кольцо провязываем столбик с накидом. Делаем воздушную петлю, накид и снова в кольцо провязываем столбик с накидом. И таким образом повторяем: воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Итого так повторяем 7 раз. Должно получиться 1 столбик подъема из воздушных петель, 6 столбиков с накидом и между всеми столбиками воздушная петля. После последнего столбика делаем воздушную петлю и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затягиваем кольцо. И делаю соединительную петлю в третью петлю начальной цепочки. Получается такой кружок. И в следующем ряду мы будем вязать в каждую петлю столбика предыдущего ряда, пропуская воздушные петли. Делаем снова 3 петли подъема и плюс еще одна петля, которая будет между столбиками. Делаем накид, пропускаем вот эту воздушную петлю и в петлю столбика предыдущего ряда провязываем снова столбик с накидом. Делаем воздушную петлю, накид и снова в ту же самую петлю делаем столбик с накидом. Снова воздушная петля, пропускаем петлю предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом в петлю столбика. Воздушная петля и в ту же самую петлю еще один столбик с накидом. И так продолжаем вязать. Воздушная петля, пропускаем петлю, столбик с накидом,
воздушная петля и столбик в ту же петлю. Получается, как бы в каждую петлю мы связали своеобразную прибавку. Между столбиками этой прибавки везде петельки. И здесь продолжаем теперь в эту 2 вязать, всегда провязывая после каждого столбика воздушную петлю, вяжем до конца. Вот последний столбик нужно провязать в ту петлю, из которой выходит цепочка, чтобы здесь тоже получить прибавку. Воздушная петля и соединяемся в третью петлю цепочки. Здесь остается 4-я петля. Теперь снова делаем 3 петли подъема плюс еще одну петлю, накид, снова пропускаем воздушную петлю, в петлю столбика провязываем столбик с накидом, воздушная петля, в ту же петлю еще один столбик с накидом, воздушную петлю, сделали 2 столбика в одну петлю. Теперь пропускаем одну петлю, в следующий столбик провязываем только один столбик с накидом. Здесь воздушная петля снова, в следующий столбик провязываем 2 столбика с накидом через воздушную петлю. Снова воздушную петлю и в следующий столбик один столбик. То есть получается, что мы чередуем 2 столбика, 1, 2, 1, 2, 1 и так до конца. Здесь будет последний свободный столбик, будет 2, и здесь у нас уже есть один столбик. Сюда делаем соединительный столбик в третью петлю. Вот такой кружок должен получиться. Следующий ряд. Снова делаем 4 воздушные петли, накид, в первый столбик предыдущего ряда провязываем 2 столбика с накидом через воздушную петлю. Воздушная петля, следующий столбик 1 столбик, воздушная петля и следующий столбик снова 1 столбик, воздушная петля. То есть мы чередуем теперь 2 столбика в одну петлю и 2 столбика просто. Сюда будет 2, 1, 1 и так далее до конца ряда. Здесь в конце, здесь будет 2, здесь 1 и последний столбик у нас уже связан в виде цепочки. Соединяемся в третью петлю и примеряем на голову. У меня, конечно, у этой куклы большая прическа, но примерно можно понять, что сейчас этот кружок чуть меньше объема головы. В следующих рядах еще немного расширится и будет кепка сидеть плотно. В следующем ряду делаем снова 4 воздушные петли в цепочку. В первый столбик провязываем столбик без накида,
Делаем воздушную петлю. В следующий столбик провязываем столбик без накида. Делаем воздушную петлю. И так далее. В каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по одному столбику без накида до конца. Заканчиваем здесь. И соединяемся соединительным столбиком. Снова делаем такой же ряд. И еще раз такой же ряд. То есть будет 3 ряда без изменений по одному столбику в каждую петлю. Еще раз примеряем. Вот эта основа должна налазить на голову и при этом довольно плотно сидеть и не сваливаться. Теперь, если вы хотите сменить нить, как у меня вот на этой бейсболке, последний ряд у меня связан белым цветом, то здесь последний столбик нужно распустить, вот этот соединительный столбик, и провязать новым цветом. Если не хотите менять цвет, то продолжаем вязать этой же нитью. Я буду вязать полностью этим цветом. Снова провязываю соединительный столбик. И последний ряд основной части вяжем так. Теперь 3 петли подъема, накид, и будем вязать в каждую петлю, и в воздушные петли, и в столбики. Вот прямо в эту арку ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Снова делаю накид и уже в петлю столбика ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Снова в арку. И снова в петлю столбика. И так продолжаю вязать каждую петлю до конца ряда. Последний вот сюда в арку будет, и соединяемся с соединительным столбиком с 3-й петлей цепочки. Снова примеряем. Хорошенько растянуть, максимально натянуть на голову. Все зависит, конечно, еще от прически. В данном случае у меня, конечно, получается маловато, но это из-за волос. Если есть необходимость увеличить размер, то либо свяжите еще один ряд с прибавками, либо больше на один ряд вот этих рядов без изменений. Я так оставлю. Вот этот начальный кончик надо отрезать. И теперь нужно связать козырек. Если вы вяжете одним цветом, то можно, в принципе, начать прямо с этого места и связать козырек. Но лучше оставить соединение рядов по задней части. И вот здесь можно заодно сделать такое отверстие, как обычно в бейсболках бывает, это крепление. Для этого распускаем последние 3 связанные столбиком. И в этом месте провязываем просто 3 воздушные петли. И соединительный столбик в 3-ю петлю цепочки. Закрепляю нить воздушной петлей, вытягиваю небольшой кончик и отрезаю. Этот кончик можно пока не прятать,
Потом, когда будем обвязывать по краю, то спрячем его между столбиками. Посмотрите, какая сторона вам больше нравится. Изнанка или лицевая. Петли выглядят немного по-разному. Я, пожалуй, вот так оставлю. И находим вот это место. Петлю слева от отверстия и отсчитываем 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И в 17 петлю вводим крючок за одну стенку, за внешнюю. Неважно, как вы вывернули основу, изнанкой или лицевой, просто вяжем за ближнюю к нам стенку. Присоединяем нить. Вяжем одну воздушную петлю для закрепления. И вместо первого столбика без накида вяжем петлю подъема. И далее вяжем тоже за одну стенку, за ближнюю к нам. Кончик я здесь закрепляю. Второй столбик. Снова кончик прокладываю. Третий столбик. Четвертый. Пятый. Шестой. Здесь делаем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю за одну стенку. Все так же. И снова 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова прибавку. И снова 6 столбиков за одну стенку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И делаем соединительный столбик. Поворачиваем вязание. Вот здесь остаются вторые стенки. В следующем ряду делаем петлю подъема, пропускаем соединительный столбик. Из первого столбика без накида предыдущего ряда провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Следующую петлю прибавка. Шесть столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. И 7 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 7. Воздушную петлю подъема, воздушная петля, поворачиваем вязание. Сейчас у нас 24 петли в ряду. И следующий ряд пропускаем последний столбик. Через столбик со второго начинаем вязать третий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую петлю прибавка. Шесть столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь одну петлю пропускаем и в последний столбик провязываем столбик. Как бы мы в начале сделали убавку и в конце, пропуская по одной петле. Делаем петлю подъема, поворачиваем и провязываем точно так же 2 ряда. Вот эту петлю пропускаем, здесь делаем прибавку, здесь делаем прибавку, здесь пропускаем предпоследнюю петлю и столбик. И еще раз поворачиваем, провязываем, пропускаем, и здесь предпоследнюю пропускаем. Количество петель в ряду не изменяется. Закрепляем, отрезаем небольшой кончик и примеряем на голову. Вязание за счет сеточки немного тянется, поэтому я натягиваю. Вот так выглядит на данном этапе. Можно повернуть как-нибудь. И остается по краю обвязать другим каким-нибудь цветом, заодно спрятать кончики. Я вот таким белым свяжу. Присоединяемся в любом месте, например, вот здесь. Делаем одну петлю для закрепления и одну петлю подъема. И обвязываю я просто столбиками без накида. Кончик сразу прокладываю в столбике. По боку козырька лучше почаще провязать, чтобы козырек не стянуло. А вот здесь в уголок, в этом и в этом, я делаю по 2 столбика. По этой стороне козырька столбики без изменений в каждую петлю. И так до конца по кругу. И здесь соединяю.
Вот такой результат у меня получается. Бейсболка-сетка такая. Надеваем на куклу, натягиваем. Козырек, как я уже сказала в начале видео, можно зафиксировать, например, клеем ПВА или акриловым лаком, чтобы он стал жестким. Мне на этой кукле, конечно, прическа не дает нормально натянуть кепку. Ну, буду пытаться как-нибудь одеть. Надеюсь, у вас получились красивые бейсболочки. Приходите в следующее видео вязать вот такой комбез, костюм. Я его оформлю в стиле Among Us. До встречи!